Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для джемпера. Узор простой, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 5 петель на 2 ряда. Для примера надо набрать 16 воздушных петель. Первую петлю мы не считаем. И набираем 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Мы набрали 16 петель. Это у нас на 3 раппорта. Держим петельку и набираем 3 воздушные петли подъема. От той петли, которую держали, мы отступаем 1 петлю. В общей сложности мы пропускаем 5 петель, заходим в 6-ю петлю и провязываем элемент. 2 столбика с накидом в 1 петлю, 4 воздушные петли, возвращаемся в то место, где у нас встречаются 2 петельки, и соединительной петлей провязываем пико. Возвращаемся опять в исходную точку, где мы только что связали 2 столбика с накидом, и провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Провязали. Пропускаем 4 петли внизу. 1, 2, 3, 4. Заходим в 5-ю и провязываем элемент. 2 столбика с накидом. 1, 2. 4 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где у нас встречаются 2 петли, и соединительной петлей вывязываем пико. Заходим в ту же точку воздушной цепочки и провязываем 2 столбика с накидом в 1 петлю. Провязали. Пропускаем 4 петли внизу, заходим в 5-ю и провязываем точно такой же элемент. 2 столбика с накидом, 1, 2, 4 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где встречаются 2 петли, соединительной петлей вывязываем пико. Возвращаемся в петлю воздушной цепочки и провязываем туда же 2 столбика с накидом. Провязали. Последнюю петлю в конце ряда мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда, 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Набираем еще 1 воздушную петлю по рисунку. Заходим в арочку и провязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная. Заходим в арочку между элементами и провязываем столбик с накидом. 1. Провязали. 2 воздушные. Заходим в арочку, провязываем столбик с накидом. Провязали. 1 воздушная. Пропускаем большой элемент. Заходим в арочку и провязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Заходим в эту же арочку и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная.
Пропускаем большой элемент, заходим в арочку и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная, и в первую петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали второй ряд. Начало 3-го ряда, 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу. У нас есть арочки над пико. Вот они. В эти арочки мы провязываем точно такой же элемент. Заходим в арочку, провязываем 2 столбика с накидом, 1, 2, 4 воздушные петли, пико, и сюда же в эту же арочку 2 столбика с накидом. Провязали. Переходим к следующей арочке над пико и провязываем 2 столбика с накидом, 1, 2, 4 воздушные петли, вывязываем пико и сюда же в арочку 2 столбика с накидом, 1, 2. Провязали. Переходим в следующую арочку над пико и провязываем 2 столбика с накидом, 1, 2, 4 воздушные петли, возвращаемся в то место, где у нас встречаются 2 петли, и вывязываем пико. Сюда же в эту арочку мы провязываем 2 столбика с накидом. В конце ряда в первую петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали 3-й ряд. Начало 4-го ряда 3 воздушные петли подъема плюс 1 петля по рисунку. Переворачиваем работу, заходим в арочку до элемента, провязываем столбик с накидом, 1 воздушная, заходим в арочку после элемента и провязываем столбик с накидом, 2 воздушные и сюда же столбик с накидом. Провязали. 1 воздушная, пропускаем большой элемент, заходим в арочку между элементами и провязываем столбик с накидом, 2 воздушные и сюда же в арочку столбик с накидом, 1 воздушная, пропускаем элемент, заходим в арочку, в конце ряда провязываем столбик с накидом, 1 воздушная и в первую петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали 4-й ряд. Это у нас изнаночная сторона нашего узора, а это лицевая. Начало 5-го ряда 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу и вяжем 5-й ряд как 1-й. Спасибо, что были со мной до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание модели, которую можно связать этим узором, я оставлю в конце видео. А всем пока-пока.